В этом ролике я буду делать финишный наливной пол по маякам, который сделает мою цементно-песчаную стяжку красивой и еще более ровной. Перед заливкой пола установим конвектор, доделаем кое-какие мелочи и выполним все необходимые подготовительные работы. И наконец-таки полностью закончится работа с полом. Всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Если вы сюда попали первый раз, обязательно подписывайтесь, тут много полезной информации. У цементно-песчаной стяжки при заливке толстого слоя есть один недостаток. В любом случае она немного проседает между маяков и получается, что маяки торчат. А так как все рассчитывается до миллиметров, нужно решать проблему. В таком случае делается финишное покрытие из плиточного клея или наливного пола. И только после этого уже достаются маяки. Если использовать плиточный клей, то стяжка будет ровной, но не красивой. А вот в случае с наливным полом стяжка будет и ровной, и красивой, потому что фракция у наливного пола гораздо меньше, чем у плиточного клея. Плюс он сам по себе крепче. При тонкослойной заливке расход материала будет минимальный, поэтому, собственно говоря, я и выбрал наливной пол. Перед тем, как приступить к работе с полом, нужно установить и забетонировать конвектор. Еще на этапе стяжки и шумоизоляции была произведена подготовка для установки конвектора. Мы вырезали шумоизоляцию, так как основание должно быть жестким, и подровняли его алмазной чашкой. Предварительно конвектор был установлен и отцентрован по стене и окну. Затем упаковали его в пленку и приступили к заливке стяжки. Убираю пленку и весь мусор. При помощи пылесоса очищаю все от пыли. Ставлю лазерный уровень таким образом, чтобы он не касался конвектора. При помощи линейки по лучу корректирую положение конвектора по отношению к проему и стене. На этапе сантехники я предварительно его уже выставлял, сейчас нужно только поправить. Возникает закономерный вопрос, почему я не выставил конвектор на этапе стяжки и сразу не залил его? Все очень просто. Для того, чтобы выставить конвектор, нужно, чтобы у вас было напольное покрытие. Хотя бы одна полоска или доска. Финишное покрытие на полу у меня будет из инженерно-каменно-полимерной плиты. По своим характеристикам она превосходит деревянные покрытия и ламинат. Износостойкий на 100% устойчивый к влаге материал с минимальными линейными расширениями. Плиты сделаны под дуб и очень похожи на настоящее дерево. Ярко выраженная текстура, которая ощущается на ощупь. С обратной стороны у плиты интегрирована подложка. Без напольного покрытия конвектор выставляется плохо, можно ошибиться. Это же касается всех разноуровневых напольных покрытий. Обязательно нужно, чтобы был образец каждого из них, чтобы на месте все это стыковать и смотреть. Более подробно про этот материал я расскажу в ролике про укладку напольного покрытия. А сейчас мне просто нужно выставить конвектор по высоте заподлицо с панелями. Убираю весь мусор и выкладываю по краям панели. Ставлю уровень между панелями и выкручиваю регулировочные болты. Поднимаю конвектор до высоты уровня. С другой стороны делаю то же самое, поднимаю конвектор до уровня будущего пола.
Выставленный по высоте конвектор фиксирую боковыми креплениями. Вот что из себя представляют эти крепления. Болт идет вниз и в бок к конвектору. Конвектор установлен по высоте и по уровню. Теперь еще нужно смонтировать на стену регулятор температуры. Это крутилка, от которой идет стальная проволока к термоголовке. Есть два варианта установки с возможностью замены термоголовки и без. Сначала я сделал наиболее простой вариант, без замены. Потом подумал и решил переделать все с гофрой, чтобы можно было заменить механизм. После этого все замазали. Перед заливкой конвектора стяжки нужно обклеить его демпферной лентой. Это лента от профиля. Обклеиваю в 2 слоя. Затем все закидываю раствором. Со стороны окна подмазываю конвектор плиточным клеем. Теперь практически все готово. Еще нужно проложить кабель защиты от протечки воды, который я забыл проложить от вводных кранов Нептун до блока управления через коридор в стяжке. Кабель буду прокладывать по периметру стяжки. Там демпферная лента толщиной 10 мм, и мне всего лишь нужно сколоть угол. Буду прокладывать два многожильных кабеля сечением 0,75. Напряжение тут будет 12 вольт. Из блока управления будет подаваться сигнал на закрытие вводных кранов Нептун. Кабель в туалете под стяжку прокладывается в гофре. В самом техническом шкафу кабель я спрятал за трубу при помощи хомутов. Получилось аккуратно. Дальше по стяжке через туалет он идет в блок управления. Блок управления будет стоять где-то примерно здесь. Дальше остается только замазать трубу. Все готово, теперь можно приступать непосредственно к полу. Как я уже говорил, у
толстослойных стяжек есть проблема. Они проседают. То есть проседают между маяками вот эти полоски, получается, что маяки торчат. К тому же такая стяжка получается некрасивой, шершавой. Поэтому для того, чтобы в результате пол был красивый и ровный, нужно использовать какое-то финишное выравнивающее покрытие. Раньше я все это делал плиточным клеем, пол выравнивается, но остается также некрасивый, потому что у плиточного клея большая фракция. В этот раз в качестве финишного выравнивающего покрытия я решил использовать наливной пол. Забегая вперед, скажу, что к клею я уже возвращаться не буду, потому что с наливным полом результат получается гораздо круче и удобнее работать. Для финишного выравнивающего покрытия буду использовать наливной пол Vitonit 3000. Это тонкослойный наливной пол, который может заливаться от 1 до 5 мм. С ним получается прочное и гладкое покрытие. Подходит для теплого пола. С этой смесью я уже работал, качество отличное, мне понравилось. Всем рекомендую. Самое главное, что заливается практически в ноль. Это позволяет решить очень многие проблемы по выравниванию пола. Перед заливкой пола решил шлифануть стяжку алмазной чашкой, чтобы почистить от мусора, цементного молока и торчащих камушков, которые могут мешать правилу. Этот процесс много времени не занял, главное не шлифовать маяки. Следующий этап – это грунтовка. Очень важный этап для наливных полов, потому что грунтовка создает пленку на поверхности, то есть основание становится слабо впитывающим, и пол нормально растекается. В противном случае основание забирает воду из смеси, и наливной пол впоследствии может отслоиться, потрескаться и вообще плохо заливаться. Буду использовать комплексное решение. Вместе с наливным полом использую грунт-концентрат Vitonit MD16. У этой грунтовки сухой остаток не ниже 40%. Подходит для предварительной подготовки основания перед нанесением равнителей и наливных полов. В зависимости от степени разводимой концентрации может использоваться для разных задач. Разводить грунтовку буду согласно рекомендации для наливных полов по таблице на этикетке. Первый слой 1 к 5, 1 часть грунтовки и 5 частей воды. Второй слой 1 к 3, 1 часть грунтовки и 3 части воды. Второй слой наносится через 2 часа после нанесения первого. На полу удобнее всего наносить грунтовку при помощи валика и удлинителя. Через 2 часа наносим грунтовку второй раз. Концентрация 1 к 3. Замешиваю наливной пол по инструкции. Сначала заливаю воду, затем засыпаю смесь. На мешок беру 5,2 литра воды.
Мешать нужно в течение минуты. Дальше начинаю заливку. Нивелир равномерно распределяю шпателем по всей площади, затем стягиваю правилом. На всю комнату ушло примерно полчаса и 2 мешка смеси. Фишка работы с этим полом в том, что пока он свежий, вы можете подрезать его шпателем. Если сделали какие-то наплывы или бугорки, когда пол наберет свою прочность, высохнет, то соответственно он станет очень крепкий и уже шпателем его не почистишь. Эти неровности можно было оставить, они в принципе подходили под любое покрытие. И моя чистка шпателем скорее формальность. Но если есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? По полу я уже ходил через час. Первая комната готова. Результат, кстати, мне очень понравился. Следующую комнату делаем по точно такой же схеме. При толщине слоя в 3 мм, как у меня, ходить по полу уже можно через час. Поэтому можно применить следующую схему. Заливать, допустим, 2 полоски, крайнюю не заливать, 2 полоски схватываются, и можно по ним уже ходить и заливать крайнюю. Так удобнее, потому что стяжка получается сбоку и можно протягивать всю полоску. Не надо корячиться, выходить задом и подтягивать вот так вот под себя правило. Если получаются какие-то наплывы, где вот стыкуются полоски, то их можно подчистить. Пол удобно делать вдвоем. Один замешивает, другой стягивает.
Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like Hulu. Marching to the drums like pum 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 pum. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing peaches, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 How can I keep this everyday a recess? Hiding my weakness behind my black sheets. Life take a rain check, cause I'm not in shape yet. It's like a punch drunk out of this game. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing preachers, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control you, don't know me. I'm a danger to myself. I control you, don't know me. I am fading unfelt. Смета на материалы и работу. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего рабочего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.